Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Манго Джерри. Согласно книге Джозефа Мюррелла 1978 года, успех группы, породившей такое явление, как мангомания, был, возможно, самым поразительным и непредсказуемым поп-феноменом, поразившим Британию со времен Битлз. Группу организовал в 1969-м музыкант и композитор Рэй Дорсет, который со своей темной кожей и роскошными бакенбардами чем-то напоминал Александра нашего Сергеевича Пушкина. Кроме прочего, его с Пушкиным роднил и веселый нрав. Почти все композиции Дорсета звучали весело и мажорно, даже если текст не очень располагал к веселью. В результате такие песенки, как «Печально-глазый Джо», «О замерзшем золотоискателе» или «Peace in the Country», где поется от лица солдата, пережившего ядерную войну с реками крови и мертвыми детьми, звучат с иронией, если не сказать с издевкой. Манго Джерри получили известность в 70-м году после их выступлений на музыкальном фестивале в Стаффордшире, который стал их первым концертом под этим названием, вдохновленным стихотворением «Пройдоха и оборванец» из книги Томаса Стернза Элиота «Популярная наука о кошках», написанная старым опоссумом. На ее основе, кстати, Ллойд Уэббер создаст впоследствии мюзикл «Кошки». В этой книге Манго Джерри звали одного проказливого кота. Ну, а на фестивале их выступление было так хорошо встречено, что организаторы попросили их выступить снова и на следующий день. При этом первый сингл группы «In the Summertime» в начале до выступления на фестивале попал в британские чарты лишь на 13-ю строчку, а на следующей неделе после фестиваля уже был на первой. Рэю Дорсету пришлось даже попросить на работе отгул для участия в шоу на BBC Top of the Pops. Успех песни был беспрецедентным. Пластинка расходилась по 70 тысяч копий в день и стала самым продаваемым синглом 70-го года. А газеты тут же объявили о новом явлении мангомании. И, конечно, нельзя сказать, что именно Манго Джерри записали самую известную песню в специфическом стиле скифл. Он был популярен в Британии на границе 50-х-60-х, и именно с него начинала свою карьеру группа Битлз. Изначально скифл возник как стиль бедных. Парни, не имеющие доступа к дорогим электроинструментам, создавали группы, где использовали все, что попадается под руку: акустические гитары, пианино, банки с горохом, стиральные доски, расчески, таз с натянутой леской и прочие хитрости. Если вы посмотрите официальное видео, то легко заметите, что ударника в группе не наблюдается, а музыканты то дуют в бутылку, то стучат ногой. Во время концертных выступлений Дорсету даже подкладывали под ногу доску и отдельно ее озвучивали. К тому моменту, когда сингл «In the Summertime» принес группе мировую известность, Рэй Дорсет считался на британской сцене почти уже ветераном. Он родился в 1946-м в британском Эшфорде. Свою первую гитару будущий хитмейкер вырезал лобзиком, натянув на нее проволочные струны из пластиковой игрушки. Немного позже, на Рождество, 10-летний Рэй получил в подарок уже настоящий инструмент. Хотя Дорсет и увлекался рок-н-роллом, в юности он вместе с отцом занимался укладкой полов, а к 15 годам уже водил самосвал, а позже прошел обучение на инженера-электромеханика. К середине 60-х он с радостью бросился в плавильный котел, который представлял собой свингующий Лондон. После нескольких смен названия его команда начала играть по пятницам и субботам в отеле в Ричмонде. Там же по четвергам выступали молодые Rolling Stones. Вращаясь в клубной среде, Рэй Дорсет запросто общался с такими людьми, как Фрэнк Заппа, Кит Мун, Роджер Долтри и Джимми Хендрикс. В 1967-м с клавишником Колином Эрролом Дорсет образовал группу и подписал контракт с лейблом Saga.
тут же по требованию последнего переименовав состав в Good Earth. Вскоре к группе присоединились Пол Кинг, Майк Колл и Джо Раш. Их дебютный альбом остался в истории лишь благодаря балладе Дорсета. Чуть позже, перейдя на другой лейбл и поменяв название на Манго Джерри, Дорсет и компания сразу добились успеха. После ухода Джо Раша Майк Колл взялся за контрабас, и этот состав записал 17 треков, которые составили первый альбом и макси-сингл, включая In the Summertime. По воспоминаниям Дорсета, поскольку я писал и пел все песни, и был фронтменом группы, записывающие компании решили, что это я должен носить имя Манго Джерри, как автор и исполнитель. С тех пор меня стали звать не только Рэй Дорсет. Некоторые так и называли меня Манго Джерри. Вскоре группа совершила свою первую поездку в Соединенные Штаты. По возвращении Майк Колл был уволен и заменен Джоном Годфри, который сыграл на бас-гитаре на их втором британском макси-сингле. Его грув, атмосфера, звук и лирическое содержание были революционно дикими, и поэтому не позволяли включать его в плейлисты многих радиостанций. Несмотря на это, заглавная песня вытеснила Джорджа Харрисона с вершин чартов, когда она поднялась на первое место в Великобритании в первую неделю марта 1971 года. Третий британский сингл, также выпущенный в 1971 году, должен был стать еще одним хитом номер один, но он был временно изъят из продажи по распоряжению прокуратуры. Это было связано из-за того, что Дорсет изменил текст народной песни и что теперь она пропагандировала употребление неких веществ. В итоге макси-сингл был переиздан с песней с более целомудренным текстом. Импульс продаж был утерян, но сингл все равно стал международным хитом, превзойдя все предыдущие продажи. Четвертый макси-сингл, по сути, стал последним для Манго Джерри как группы. Как и у всех ранее выпущенных синглов, заглавный трек был написан Рэем Дорсетом, и так же, как и предыдущий релиз, вызвал много споров. Фактически на некоторых радиостанциях он был вообще запрещен. Название главного и оскорбительного трека было «Вам не обязательно быть в армии, чтобы сражаться на войне». Речь шла не о том, как думают некоторые циники, о приглашении участвовать в террористической деятельности, а о войне против хулиганов, лжецов, расизма, сегрегации, жадности, ревности и тому подобного. Название песни, состоящее из 13 слов, также оказалось одним из самых длинных в британских чартах звукозаписи. Следующий макси-сингл содержал 4 песни. Все они были написаны Рэем Дорсетом. На всех играл Терри Дженкинс, сессионный барабанщик, который работал с Томом Джонсом. Джон Годфри, басист Манго Джерри, исполнил партию баса, а также играл на фортепиано на одном из треков. Пластинка вошла в британские, а также некоторые международные чарты и дала Рэю Дорсету, который теперь уже полностью взял на себя образ Манго Джерри, время решить, как продолжить свою музыкальную карьеру.
А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Музыкальный вкус Дорсета не знал границ. Чтобы изучить возможность записи и исполнения музыки других жанров, отличных от предыдущего состава, ему понадобится барабанщик. Споры о саунде зашли так далеко, что остальные музыканты стали интриговать против лидера. Дошло до того, что однажды после гастролей Дорсету сообщили, что он уволен. Но уже через неделю лейбл опомнился, Рэя вернул, а уволил самих интриганов. Были проведены прослушивания для поиска барабанщика и клавишника. Тим Ривз был выбран для игры на барабанах, а Джон Поуп был выбран для клавишных. Новая группа отправилась в студию звукозаписи, чтобы начать работу над новыми записями, кульминацией которых стало создание альбома, который большинство поклонников Манго Джерри считают лучшим. Перед выходом альбома лейбл еще выпустил и сольный альбом Рэя Дорсета, который содержал чрезвычайно разнообразный набор песен, сопровождаемых полным оркестром на всех песнях, кроме одной. Однако к середине 70-х популярность группы снизилась, зато музыканты стали активно колесить по миру и даже побывали с концертами в таких странах соцлагеря, как Болгария и Чехословакия. А в 80-м году Дорсет вернулся на вершину британского топа с песней «Feels Like I'm in Love». Правда, он ее только написал, а исполнила певица Келли Мэри. Всю жизнь жаждавший серьезного признания на блюзовой сцене и страдавший от своего несколько карикатурного имиджа, во многом обеспеченного его же собственными бакенбардами, Рэй Дорсет наконец-то добился своего с альбомом, записанным в 1984 году супергруппой Катманду, в числе участников которой были Питер Грин и Винсент Крей. Рэй придумал название для альбома, а также название Катманду для группы. Он также написал песни, которые сам и исполнил. Манго Джерри продолжали выступать, хотя и с постоянно меняющимся составом, центром которого, конечно же, являлся Рэй Дорсет. На протяжении многих лет он продолжал делиться музыкой группы с поклонниками, выступая на фестивалях, концертах и мероприятиях по всему миру, хотя уже не с тем успехом, который был раньше. Но все равно музыка Манго Джерри также пользовалась неизменной популярностью благодаря радиоэфиру, лицензированию в рекламных роликах и включению в саундтреки к фильмам. Их песни, особенно песня «In the Summertime», остаются неизменным атрибутом радиостанций. Последнее появление Манго Джерри в чартах, правда, относится к 1999 году, когда вышел футбольный гимн в поддержку клуба Ньюкасл Юнайтед. Но Рэй Дорсет по-прежнему активен, совсем недавно выпустив свой 20-й студийный альбом в 2022 году. Хотя группа, возможно, и не достигла того уровня коммерческого успеха, которым она пользовалась в начале 70-х годов, ее музыка осталась неизменной частью истории рока и блюза.